Наверняка вы слышали о том, что SSD-диск намного ускорит загрузку вашей операционной системы, а также сделает работу намного быстрее и комфортнее. И вы решили приобрести его себе и установить в свой компьютер. Но вы не обладаете информацией о нем. Какой он должен быть, чем же все-таки он лучше, чем жесткий диск на магнитных накопителях, а также как его устанавливать, какие нюансы необходимо знать. А также вы узнаете о том, почему ваша материнская плата может не дать ему работать на заявленных скоростях. Перед вами модель SSD-шника Kingston A400. Сейчас я расскажу об этой модели более подробно, а также покажу, как скопировать на него операционную систему с вашего старого жесткого диска. Сначала данный SSD-шник я хотел заказать на AliExpress, но все же пошел в магазин CityLink и оказалось, что цена у них одинаковая. То есть ждать месяц или полтора не резон. Обошелся данный жесткий диск, а именно SSD-шник, мне 1490 рублей. Также к нему взял SATA кабель. Данный SSD-шник имеет объем 120 гигабайт, могло быть и больше, но мне этого объема достаточно. Скорость записи на нем 300 мегабайт и скорость чтения 500 мегабайт. Также данный SSD-шник имеет достаточно большой срок службы, около 4-5 лет. Это гарантированная служба. Еще один бонус: при покупке в магазине, в отличие от AliExpress, мы имеем 3 года гарантии. Если вдруг за 3 года диск выйдет из строя, мы с легкостью поедем его и поменяем. Самое важное отличие SSD-шника от жесткого диска на магнитных накопителях в том, что даже по сравнению с самым оборотистым жестким диском на магнитных накопителях, это 7200 оборотов, данная модель, то есть SSD-шники, они намного быстрее. В отличие от механического HDD-шника, где шпиндель раскручивает диски с определенной скоростью, здесь нет ничего механического. Данное устройство реализовано на микросхемах памяти. Кроме микросхем памяти, SSD-шник содержит управляющий контроллер. То есть здесь все твердотельное. Ничего механического здесь, повторюсь, нет. Аналог данного устройства — это обыкновенная флешка, которую наверняка имеет каждый, и наверняка все вы ею пользовались. Также еще одна важная вещь, которую нужно знать о SSD-шнике при покупке, это его тип интерфейса подключения. Все современные модели SSD-шников имеют тип подключения SATA 3. Бывает также SATA 2. Отличие лишь в том, что SATA 2 будет иметь намного меньшую пропускную способность чтения и записи. Наверняка также у вас возникнет вопрос, почему один и тот же объем памяти у SSD-шников, в принципе, заявленная скорость тоже одинаковая, но цена разная. Во-первых, это качество сборки микросхем и, естественно, срок службы. Чем дороже диск, чем выше срок службы диска. В принципе, я рассказал вкратце все, что нужно знать об SSD-дисках. Этого будет вам достаточно. Следующая информация, которую я вам предоставлю, это как его верно установить и что для этого нужно. Какие нюансы вас ожидают при установке в ноутбук, либо же в компьютер. Если вы не собираетесь копировать операционную систему с ноутбука на новый SSD-шник, то здесь с установкой все просто. Вы просто достаете старый жесткий диск на магнитных накопителях и на его старое посадочное место устанавливаете новый SSD-шник. Все должно подойти, неважно какой тип разъема, точнее версия разъема SATA здесь установлена. SATA 2, SATA 3, все должно встать хорошо. За исключением, когда в старых, совсем старых ноутбуках имеется совсем другой ID разъем. Если же вы все-таки решите копировать операционную систему с жесткого диска на магнитных накопителях на SSD-шник, то в ноутбуке это делается немножечко специфически. Для этого понадобится дополнительное устройство. Так как здесь SATA разъем один, в обычных стационарных ПК-шниках есть несколько SATA разъемов на материнской плате, поэтому там проблем с этим нет. Во всех современных системных блоках предусмотрены специальные посадочные места под SSD. То есть вы его можете прикрутить либо сюда, в вертикальное положение, либо же с внутренней стороны будет специальное горизонтальное посадочное место. Вот мы можем его наблюдать. И опять же, здесь все зависит от размера SSD-шника. В моем случае это 2,5 дюйма. И у меня есть 3 посадочных места под него. То есть вот вы видите у себя на экранах его. Закручивается он винтами с задней стороны, либо же с боковой. В комплекте у меня винтов не было, но я думаю, что я найду. Что же делать, если вы приобрели SSD-шник 3,5 дюйма? Обычные посадочные места под SSD-шник 2,5 не подойдут. Места под HDD-диск тоже не подойдут. Для этого в системных блоках либо
предусмотрено специальное посадочное место под 3,5 дюйма, вот как у меня, находится вверху системного блока, либо же необходимо специальный переходник, который также обычно идет в комплекте с этими дисками, либо же его можно купить отдельно. Проще всего на снятом SSD-шнике установить сразу SATA кабель, а также кабель питания от блока питания. Затем устанавливаем на свое посадочное место диск и продолжаем. Чуть не забыл сказать, все это лучше подключать на выключенном компьютере, чтобы не спалить новый SSD-шник. А теперь очень важная информация. Нам необходимо подключить SATA кабель к SATA интерфейсу материнской платы. И здесь есть нюансы. Любой из SATA портов имеет определенный интерфейс обмена данными, а именно его тип. К примеру, в моем случае, к сожалению, SATA имеет второй тип интерфейса, и это не очень хорошо для жестких дисков с твердотельным накопителем. Существует три типа SATA интерфейса. Во-первых, это SATA Revision 1.0, который имеет пропускную способность до 1,5 гигабит в секунду. Это до 150 мегабайт в секунду. Второй это SATA Revision 2.0, который имеет пропускную способность до 3 гигабит в секунду. И это до 300 мегабайт в секунду. И последний, самый новейший, это SATA 3.0, который имеет пропускную способность до 6 гигабит в секунду. Это до 600 мегабайт в секунду. Если ваш SATA порт имеет интерфейс SATA 2, то мы получаем боль и страдания, потому что на SSD-шнике заявлена скорость чтения 500 мегабайт в секунду, а скорость записи 300 мегабайт в секунду. А как известно, SATA 2.0 дает нам возможность получить пропускную способность до 300 мегабайт в секунду, не выше. Естественно, со всеми потерями будет она еще ниже. Мы рискуем получить скорость SSD-шника не намного выше, чем жесткий диск на магнитных накопителях. Следующий важный вопрос, как определить, какие из интерфейсов поддерживают ваши SATA порты. Во-первых, самый простейший это заглянуть на материнскую плату. Возле каждого из SATA портов есть надпись. К примеру, возле каждого из моих написано SATA 3G, то есть до 3 гигабит в секунду. Как известно, это SATA 2.0. И у меня нет SATA 3.0, а если бы было SATA 3.0, было бы написано SATA 6G. Выход из этого положения есть, не меняя материнскую плату. Просто необходимо приобрести SATA порты для PCI Mini Express. Вдруг вам необходимо определить программным методом, какие из портов у вас имеют интерфейсы, то можно с помощью программы HV-Info получить данную информацию. Ну что же, наш диск установлен и готов к работе. Дальнейшими действиями мы будем настраивать его для первичной работы, а также я покажу, как скопировать на него операционную систему с жесткого диска на магнитных накопителях. Как видите, в диспетчере устройств он уже определился. Как видите, SSD-диск определился в диспетчере устройств, но в моем компьютере его не видно, так как на нем еще не созданы разделы, он же новый. Для того, чтобы создать новые разделы на жестком диске, необходимо в любой операционной системе в поиске ввести команду управления дисками. Но в Windows 10 это работает немножечко иначе, поэтому нажимаем правой кнопкой мыши, еще раз говорю правой, не левой, на меню «Пуск». Находим здесь «Управление дисками», нажимаем на ссылочку. После запуска программы управления дисками у нас сразу же появляется сообщение о том, что необходимо инициализировать один из дисков. Как раз это наш диск. Для этого выбираем будущий тип таблицы, это MBR или GPT. Давайте для начала выберем MBR, нажимаем ОК. Любой жесткий диск всегда имеет объем меньше заявленного объема, в этом нет ничего страшного. Нажимаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем «Создать простой том». Нажимаем «Далее», выбираем размер, желательно полностью. Если хотите поделить его пополам, то пожалуйста, но в моем случае и так немного объема, поэтому один диск. Нажимаем «Далее», ему необходимо задать букву на ваше усмотрение, пусть будет диск A, и нажимаем «Далее». Выбираем файловую систему, пусть остается NTFS, размер кластера по умолчанию, метка тома, новый том, назовем его локальным. Все остальное оставляем без изменений и нажимаем «Далее», и готово. После чего в моем компьютере диск должен появиться. Локальный диск A, на данный момент он пустой. Это что касалось настройки первой инициализации данного диска. Приступим к копированию Windows с HDD на SSD. И первое, что мы сделаем, это поговорим о специфических особенностях копирования на ноутбуке. Так как я говорил уже выше, там всего лишь один SATA разъем, то есть второй диск мы сюда никуда не вставим. Вот для этого нам понадобится специальное оборудование. Во-первых, это специальный адаптер оптического диска, в который вставляется
SSD-шник, и вставляется он вместо оптического диска на ноутбуке. Вы спросите, а что делать, если у меня ультрабук и у меня вообще нет дисковода? В этом случае есть специальный кабель, который называется SATA USB. То есть одной стороной вы вставляете кабель в SSD-шник, также там есть и питание, а другой стороной в USB разъем. И после чего производите копирование, которое я сейчас расскажу, как делать. Для начала нам необходимо подготовиться к копированию. Как видите, у меня есть локальный диск C, на котором и находится операционная система. Но дело в том, что на данный момент файлов на данном диске очень много, и они занимают более заявленного объема моего нового SSD-шника. А это нам не подходит. Просто операционная система не влезет на новый диск. Поэтому нам необходимо почистить операционную систему, либо же перенести важные файлы, игры, программы на один из логических дисков, в моем случае это локальный диск E. Переносим все файлы, пока объем не достигнет примерно 70 гигабайт максимум, чтобы у нас еще оставалось свободное пространство для нормального функционирования локального диска A, который мы с вами создали. Кстати, еще то, что хотел я обозначить, очень важно. Оставлять игры на SSD-шнике смысла нет. Никакого прироста FPS вы не получите, это проверено. Да, игры станут загружаться быстрее, но игровой процесс вы не улучшите. Также произвел системную очистку файлов. В этом числе обновление операционной системы, кэш-файлы, временные файлы и многое другое. Также удалил ненужные программы. Здесь работает правило: чем больше вы освободите диск C, чем меньше он будет занимать места, тем быстрее пройдет копирование на SSD. Итак, когда вы подогнали под необходимый размер диск C, переходим к следующим действиям. Нам понадобится программа Acronic True Image. Программа в принципе платная, но нам она подойдет. Скачиваете ее, ни за что платить не нужно, нажимаем «Запустить пробную версию». Вас попросят создать учетную запись и переходим к действиям. Здесь есть очень хорошая функция в инструментах, называется клонирование. Но, к сожалению, в бесплатной версии она недоступна. Но нам она и не понадобится. Нажимаем резервное копирование. Далее выбираем необходимый диск. Нам необходим только диск C. Кстати говоря, не забудьте о том, что нам необходимо столько же места, сколько занимает ваш диск C на любом другом, либо на самом же диске C. То есть туда, куда мы будем сохранять резервную копию. Это важно. Локальный диск C, больше ничего не убираем и нажимаем ОК. И, кстати, на ваш новый SSD-шник копировать ничего сейчас не нужно. Нажимаем ОК. Выбор хранилища. Нажимаем обзор. Выбираем. Я, к примеру, выберу тот же диск C. Создадим здесь новую папку. Назовем ее My Copies. И нажимаем ОК. Нас оповещают, что резервное копирование раздела в этот же раздел не рекомендуется, но нас это не волнует. Нажимаем «Создать копию». Нам остается лишь только дождаться окончания копирования. Как я говорил выше, копирование зависит от размера диска C. Чем он больше, тем дольше будет копирование. Итак, резервное копирование окончено. 79 гигабайт у меня скопировалось примерно за 30 минут, если эта информация будет вам полезна. А теперь идем далее. Нажимаем «Восстановление». Выбираем тот диск, который необходимо восстановить. Выбираем место, куда мы будем восстанавливать. Естественно, это наш SSD. Здесь же будет видно, что войдет в состав копирования. То есть вот такой вот объем информации. После чего нажимаем «Восстановить» и нажимаем «Да». Итак, резервное восстановление окончено. И теперь у нас есть новый диск. Сейчас мы выполним последние штрихи в этой настройке, и можно будет использовать именно SSD-шник в качестве загрузки операционной системы. Ну а теперь последняя необходимая настройка. Чтобы диск SSD загружался в первую очередь, необходимо настроить BIOS. Переходим в меню, находим здесь жесткие диски, а именно их очередь загрузки. Если у вас возникнет вопрос, как сделать именно у вас, то отвечу на него таким образом. Все BIOS разные, и все они немного могут отличаться. Поэтому ищите, где у вас выставляется очередь загрузки жестких дисков. У меня, к примеру, это Hard Disk Drives. На первое место ставим наш Kingston. Теперь возвращаемся в предыдущее меню. Переходим в Boot Device Priority. И здесь необходимо убедиться, что на первом месте стоит Kingston, а не ваш жесткий диск на магнитных накопителях. Это важно. Эту настройку провести обязательно. После чего нажимаем F10, соглашаемся на сохранение. В
принципе, информация по теме SSD диска изложена. Теперь нам только остается решить, что делать со старым диском, на котором установлена старая операционная система. В принципе, можно его просто форматировать и использовать под свои нужды. Давайте произведем замер скорости с помощью программы Crystal Disk Mark 6. Запускаем ее от имени администратора. Выставляем количество проверок 5, 100 мегабайт размер файла и выбираем тестируемый диск. Для начала протестируем жесткий диск на магнитных накопителях, предположим D, и нажимаем All. Остается только дождаться результатов. А теперь обратите внимание на сравнительные характеристики замера скорости. Наверное, вы обратили внимание, что SSD-шник имеет скорость чтения меньше, чем у HDD-шника, а скорость записи не намного выше. Как вы думаете, с чем это связано? Как я говорил уже выше, SATA 2 порт не дает развивать нормальную скорость, заявленную SSD-шнику. Именно поэтому и такие результаты тестирования. Но ниже обратите внимание на скорость чтения и записи малоразмерных файлов. У SSD-шника эти показатели выше в 30 раз. Обратите внимание. В принципе, то, что SSD-шник быстрее, будет заметно при работе за компьютером. И это очевидно, даже несмотря на то, что мы подключили его к SATA 2 порту. Что, в принципе, являлось целью установки SSD-шника в мой компьютер. Но на будущее учтите для себя, что лучше всего подключать его в SATA 3 порт. И тогда показатели будут здесь намного выше. Это стоит иметь в виду. Но пока что вот такой вот расклад.